Всем привет! Вы на канале Реальный Харьков. В этом видео решил показать вам, как городской совет хочет восстанавливать дома в Харькове. Харьковчане могут посмотреть, как выглядят поврежденные обстрелами дома после ремонта. Специалисты Харьковского архитектурно-проектного центра представили свое видение восстановления. Некоторые из этих зданий уже ремонтируют. В горсовете предлагают проголосовать за проекты восстановления. На сайте Департамента по благоустройству, восстановлению и реконструкции можно посмотреть, как когда-нибудь будут выглядеть разрушенные обстрелами дома и даже поделиться мнением о том, понравился такой вариант ремонта или нет. На сайт департамента я оставлю ссылку в описании к этому видео. Среди вариантов пока есть 9 объектов. Лицей и 8 многоквартирных домов в разных районах города. 3 из них уже практически отремонтированы. Несмотря на войну и постоянные обстрелы, восстановление жилого фонда и социальных объектов в Харькове продолжается. Ведь этот процесс крайне необходим для того, чтобы люди могли оставаться в своем родном городе. Один из главных принципов – отстроить лучше, чем было. В этом видео я предлагаю оценить возможный конечный результат восстановления некоторых многоквартирных жилых домов, а также учебных заведений с помощью концепции восстановления. Харьковский специализированный лицей номер 134. Знаменитая школа по улице Шевченко, где состоялся решающий бой за Харьков, который поставил точку на попытках россиян прорваться в город. 27 февраля 2022 года российский спецназ после попыток прорваться в центр города засел в образовательном учреждении. Их оцепили бойцы 92-й бригады, Нацгвардии и добровольческие корпуса. Бой украинские силы выиграли, но лицей с деревянными перекрытиями сильно выгорел. К тому же по зданию пришлось стрелять из танка и других видов оружия. Еще в мае 2022 года мэр Харькова Игорь Терехов заявил, что здание придется полностью снести и построить новое практически с нуля, потому что восстановлению оно не подлежит. Архитекторы предлагают построить здание совсем не похожее на предыдущее, более современное по своей конструкции, с большими окнами и просторным спортзалом. 75% участников голосования нравится проект, другие высказались против. Дом на улице Свободы, 11/13. То самое здание, жители которого вынуждены были подать в суд, потому что в горсовете первоначально хотели снести этот дом в самом центре Харькова. Речь идет о пятиэтажке на пересечении улиц Свободы и Чернышевской. 6 сентября 2022 года в здание попала ракета, а весной следующего года областная комиссия по техногенно-экологической безопасности и чрезвычайным ситуациям решила, что дом нужно снести, потому что восстановлению он не подлежит. Жители дома объединились и отстояли свое имущество. Они проводили пикеты, писали обращения, за собственные средства провели экспертизу. Наконец подали в суд и добились того, что городской совет и областная администрация признали дом вполне пригодным к восстановлению. Дом включили в план восстановления на 2025 год. Архитекторы предлагают восстановить его практически в том же виде, каким он был, с тем же количеством этажей и подъездов. Проект понравился 79% участников голосования. Пятая часть голосовала против такого варианта. Многоэтажка на улице Метростроителей 6. Это Северная Салтовка, окрестность города, где в начале войны фактически проходил фронт. Дом номер 6, как и соседние номер 5 и номер 8, неоднократно попадал под обстрел. Там были повреждены кровля, наружные и внутренние стеновые панели, плиты перекрытия, фасад, выбиты окна.
Ремонт стоил около 80 миллионов гривен. Сейчас его восстановление уже находится на завершающем этапе. Строители восстановили конструкции, кровлю и частично фасад, ведут внутренние работы. Предложенный вариант восстановления не понравился наибольшему количеству участников голосования. 37% высказались против других. Впрочем, на данном этапе не собираются ничего переделывать. А голосование устроили, чтобы узнать мнение людей для дальнейшего анализа. Дом на улице Натальи Ужвий, 60. Это также Северная Салтовка. Ситуация с этим объектом похожа на предыдущую. Восстановительные работы уже давно идут. Работы стоят 208 миллионов гривен. Это рекордная сумма для Харькова. Разрушения в этом доме были очень существенными. Были повреждены держательные конструкции, крыша, все окна, а также при пожаре были уничтожены внутренние коммуникации и лифтовые кабины. На начало года, по данным Департамента по благоустройству, полностью восстановили кровлю и все разрушенные конструкции. Установили новые лифты, заменили наружные двери и окна, идут отделочные работы. Дом на Аэрокосмическом проспекте, 21. Еще одно здание, где капитальный ремонт практически завершен. Этот пятиэтажный дом был поврежден бомбардировками 22 июня 2024 года. В тот день в Харькове от российских кабов погибли 2 человека. Аварийные работы и реставрация стоили около 14 миллионов гривен. Довольно скромная сумма по сравнению с другими проектами. Единственным участником тендера был Жилстрой-1. Сейчас здание выглядит практически так же, как и до авиаудара, хотя третий участников голосования не понравился этот вариант восстановления. Дом на улице Енина, 9/13. 2 января 2024 года россияне обстреляли «Искандерами» центр Харькова. Одна из ракет попала возле жилого дома на улице, еще носившей название Бакулина, разрушила крышу 1920 квадратных метров кровли. Ударной волной выбило около 200 окон. Тогда при обстреле погибла женщина. 77% участников опроса предпочли концепцию ремонта, предложенную чиновниками. Дом несколько изменил внешний вид, но концептуально остался прежним. Улица Академика Проскуры, 6. 23 января 2024 года россияне ударили ракетами по поселку Жуковского. 3 февраля 2025 года Департамент благоустройства заключил соглашение на разработку с коммунальным предприятием «Харьковский архитектурно-проектный центр» на разработку проектной документации на восстановительные работы. Архитекторы увидели это здание в бело-коричневой гамме со стеклянными балконами. Вариант понравился 82% участников голосования. Дом на улице Бучмы, 28/64. Этот дом на Салтовке пострадал от обстрелов в первые дни полномасштабной войны. 16 марта 2022 года в дом попал снаряд и взорвался. Здание загорелось. Частично повреждены внешние стены, кровля, внутренние стены и инженерные сети. Дом реконструируют с февраля 2024 года. Бюджет восстановления немалый, аж 245 миллионов 600 тысяч гривен. Архитекторы предлагают покрасить фасады в бело-серые цвета
и украсить их стеклянными балконами. Дом на проспекте Любови Малой, 24. Эта пятиэтажка получила повреждения во время ракетного удара по Новобаварскому району 31 мая 2024 года. Тогда погибли 9 человек, а верхние этажи здания были очень разрушены. Третий подъезд дома осыпался наполовину. В марте этого года Департамент по благоустройству заключил соглашение на разработку с коммунальным предприятием «Харьковский архитектурно-проектный центр». Проектной документации она стоила более 300 тысяч гривен. За этот новый вид дома проголосовали 78% участников опроса. Посмотреть более подробно на проекты реконструкции и принять участие в опросе можно на сайте Департамента по благоустройству. Ссылку на него я оставлю в описании к этому видео.